В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю, и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью. Целую тебя, доченька». Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дела не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих 2 дочерей, почти однолеток Василисе, стала быть и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела. Совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? А Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со своей работой? Зато Василиса сама бывало не ест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и подчивает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в дому у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе. А на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки. А у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и, проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дома на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба-Яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но это завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке Бабы-Яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем 3 девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме,
оставила только одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку. «Что нам теперь делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге. Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулки. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти!» — закричали обе. «Ступай к бабе-яге!» И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, глаза ее заблестели, как две свечки. Не бойся, Василисушка, ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобою, Бабы-Яги. Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый и сбруя на коне белая. На дворе стало расцветать. Идет дальше, как скачет другой всадник, сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Бабы-Яги. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо дверей у ворот ноги человечьи. Вместо запоров руки, вместо замка рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам Бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза. На всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала от страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу Баба-Яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и низко поклонилась. «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе». «Хорошо. Знаю я их, знаю. Поживи ты наперед, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя... так я тебя съем, девонька. Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! Ворота мои широкие, отвалитесь!» Ворота отворились, и Баба-Яга въехала, посвистывая. За ней вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, Баба-Яга растянулась и говорит Василисе: «Подай-ка сюда, что там есть в печи. Ой, есть хочу, страсть как!» Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать Яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина.
Все съела, все выпила старуха. Василиса оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала Баба-Яга спать ложиться и говорит: когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, запоминай, избу вымети, обед состряпай, это белье приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Вот. Да чтоб все было сделано, а не то съем тебя. После такого наказу Баба-Яга захрапела. А Василиса поставила старухе на объедки перед куклою, залилась слезами и говорила: На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала мне Баба-Яга работу и грозится съесть меня, коли не исполню всего. Помоги мне. Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудренее вечера. Ранешенько проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала. Выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот-вот мелькнет белый всадник, и совсем рассвело. Баба-Яга вышла на двор, свистнула, и перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом Бабы-Яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. Ах ты, избавительница моя, ты от беды меня спасла. Тебе осталось только обед состряпать. Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье. К вечеру Василиса собрала на стол и ждет Бабу-Ягу. Начало смеркаться. Мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья. Едет Баба-Яга. Василиса встретила ее. Ну, все ли сделано? Изволь посмотреть сама, бабушка. Баба-Яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала: Ага, хорошо. Ух ты, хорошо. Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу. Явились 3 пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-Яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе. Завтра сделай ты тоже, что и нынче. Да сверх того возьми из закрома мак, да чисти его от земли по зернышку. Вишь, кто-то по злобе земли в него намешал. Тьфу. Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: Не бойся, Василиса прекрасная, помолися, да спать ложися. Утро мудренее вечера. Наутро Баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло. Явились 3 пары рук, схватили мак и унесли из глаз.
Баба-Яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча. Ну, что ж ты ничего не говоришь со мной? Ну, стоишь как немая. Ну, Не смело. А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем. спрашивай. Только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься. Ой, не могу. Костя. Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой? Это день мой ясный. Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Это кто такой? Это мое солнышко красное. А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка? Это ночь моя темная, все мои слуги верные. Василиса вспомнила о 3 парах рук и молчала. Ну, что ж ты еще не спрашиваешь? Ну, что ж ты еще не спрашиваешь? Будет с меня и этого. Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, состаришься. Хорошо, что ты спрашиваешь только о том, что видела за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссоры из избы выносили, и слишком любопытных ем. Вот так вот. Теперь я тебе спрошу, как успеваешь ты исполнять работу-то, которую я задаю тебе, а? Мне помогает благословение моей матери. Так вот что, убирайся ж ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных! Вон! Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей. Вот тебе огонь, осторожно, для мачехиных дочек. Возьми его, возьми. Они ведь за этим тебя сюда и прислали. Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра. И, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно, дома уж больше в огне не нуждаются. Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь, одной Василисы не тронуло. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке. Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего. Я хоть прясть буду. Старушка купила льну хорошего, Василиса села за дело. Работа так и горит в нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы за ткани приниматься. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весной полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. Старуха взглянула на товар и ахнула. Ай да полотно, да какое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно.
Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец. Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: Что тебе, старушка, надобно? Ваше царское величество, я принесла диковинный товар. Никому, окромя тебя, показать не хочу. Царь приказал впустить к себе старуху. И как увидел полотно, подивился. Что хочешь за него? Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла. Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Скроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: Умела ты напрясть и соткать такое полотно? Умей из него и сорочки сшить. Не я, государь, прила и соткала полотно. Это работа приемыша моего, девушки-красавицы. Ну так пусть и сошьет она. Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. Я знала, что эта работа моих рук не минует. Заперлась в свою горницу и принялась за работу. Шила она, не покладая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит: Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук. Пошла Василиса и явилась при дочи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. Нет, красавица моя, не расстанусь я с тобой. Ты будешь моей женою. Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.